Москва под атакой дронов. США и Россия договариваются о возобновлении авиасообщения. Маск восхитился Путиным. Привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы начинаем. Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 4 апреля Москву атаковал беспилотник, но его сбили силами ПВО. Мэр Москвы сообщил об этом в своем телеграм-канале на фоне введения плана «Ковер» в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Позже Минобороны уточнила, что столицу атаковали 3 дрона. В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб 1 человек. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, дроны ударили по поселку Белая Березка Трубчевского района. Осколочные ранения получили 2 местных жителя. Всего, по данным Минобороны, за ночь над российскими регионами было сбито 107 беспилотников. Российская же армия вновь ударила по Харькову. Вечером 3 апреля один из дронов попал в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По данным ГСЧС Украины, погибли 4 человека, а пострадали 35. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что среди раненых 2 детей. При обстреле Днепра были ранены еще 3 человека, а в Киевской области под обстрел попал город Бровары. Там сгорел автосалон, пострадал 1 человек. Переговорщик Путина Кирилл Дмитриев, который на днях прибыл в Вашингтон, рассказал об итогах встречи с представителями администрации Трампа. Напомню, ради этого визита с Дмитриева даже сняли санкции. Однако, судя по его отчету, центральной темой переговоров было совсем не перемирие в Украине. Одна из главных тем, безусловно, это восстановление российско-американских отношений, восстановление диалога, того диалога, который был полностью остановлен и прерван при администрации Байдена. И вот главные тезисы. США готовы к новым инвестициям в Россию. Обсуждается сотрудничество стран в Арктике, в области редкоземельных металлов и других приоритетных секторах. Более того, по словам Дмитриева, речь идет о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США. Впрочем, путинский спецпосланник оговорился, что для достижения полного согласия потребуется еще несколько раундов переговоров. Тем временем отец Илона Маска Эрл дал интервью BBC, в котором рассказал, как они всей семьей восхищаются Владимиром Путиным. Кажется, российская пропаганда нашла благодарных зрителей за океаном. По речи Маска-старшего можно было играть в Соловьев-бинго. Он говорил о невозмутимости российского президента, увидел в речах Путина некую логику, ну и, конечно, не обошлось без главного штампа – сильный лидер. Я думаю, как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи, он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина-мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина-мужчину, очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину. В Москве ищут поджигателя автомобилей. Минувшей ночью неизвестный устроил пожар на парковке в московском Измайлово. Возгорание случилось у жилых домов на 13-й Парковой улице. По словам жителей, неизвестный человек поджег автомобиль «Хавал» и сбежал с места. После огонь перекинулся на стоявшие рядом «Ровер» и «Тойоту». Все 3 машины полностью выгорели, о пострадавших не сообщается. Официальная причина пожара пока тоже не установлена. А в Нижегородской области в пожаре погибла целая семья. Об этом сообщили в МЧС. Огонь охватил частный дом в Ковернинском округе, когда его жители спали. 78-летняя женщина и ее сыновья 57 и 49 лет погибли. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. По предварительной информации, изначально пламя вспыхнуло в надворной постройке и затем перекинулось на дом. Что стало причиной пожара, устанавливают специалисты. Вечером 3 апреля произошли ЧП сразу на 3 российских химических предприятиях. На это обратило внимание издание Moscow Times. В Балаковском районе Саратовской области на заводе «Апатит» компании «Фосагро» произошла утечка аммиака. По данным телеканала РЕН-ТВ пострадали 3 человека, 1 из них госпитализирован, 2 будут лечиться амбулаторно. Завод «Апатит» производит более 2 миллионов тонн фосфорных удобрений в год. В Пермском крае произошел крупный пожар. По сообщению МЧС, на промышленном предприятии в городе Березники. Как пишут местные издания, сгорела подстанция «Сода», питающая предприятие «Березниковский содовый
бензиновый завод и содохлорат. Moscow Times утверждает, что оба завода оказались обесточены. Глава Березников Алексей Казаченко заявил, что причиной инцидента стало, цитата, «технологическое нарушение». Власти США прекратили спутниковую трансляцию программ «Радио Свобода» в России. По данным организации, агентство по глобальным медиа США разорвало контракты на вещание и таким образом отключило спутник, с помощью которого оно шло. В основном это касается программ телеканала «Настоящее время», который круглосуточно был доступен не только в России, но и в Украине, Центральной Азии и Восточной Европе. Ранее власти США заявили об остановке финансирования «Радио Свобода» и ее проектов. СМИ добилась судебного запрета на заморозку, но пока еще не получила сумму, необходимую для продолжения работы. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.